Привет, ребята, это Настя. Я вам сегодня хочу показать свои конспекты, папки для нового семестра. У нас семестр начинается 1 марта, поэтому, может быть, для вас это уже середина или конец семестра. Но, в общем, вы знаете, что в прошлом году я использовала вот такой байндер, который я заказывала из Америки с Амазона, потому что, в отличие от европейских, он имеет 3 кольца, что, как я и ожидала, это гораздо более удобнее, потому что, когда у тебя 3 кольца, а не 4, не 2, а страницы не выпадают, как когда 2, б, они гораздо легче переворачиваются. Ну и в целом эти байндеры, они просто очень крутые. Но проблема в том, что это достаточно толстая штука, особенно учитывая, что в начале семестра мне всего-то надо 10 бумажек носить, и ради 10 бумажек носить такую вещь too much. Поэтому я сделала сумасшедшую вещь, заказала за 70 евро, ребята, вот эту вот вещь, вот такую тонюсенькую вещь. Она сама по себе стоит 14, но с доставкой и растаможкой в Евросоюз, плюс я взяла экспресс-доставку DHL, это стоило 70. Однако, опять же, мне кажется, это того стоит, потому что это, во-первых, можно использовать, ты заказываешь один раз, и можно использовать все года, когда ты учишься в университете, то есть, я не знаю, 5 лет можно использовать. Это точно такой же байндер на 3 кольцах, только он сделан как тетрадь, поэтому он здесь мягкий, полностью складывается, и в результате он существенно тоньше и легче, а держит абсолютно точно такое же количество страниц. И, кстати, за эти 70 евро, потому что с этим мне нужно было покупать отдельно бумагу и отдельно разделители. Но вот здесь за 70 евро шло 70 листов College Ruled. Это более тонкие линеечки, в отличие от Wide Ruled, от широких линеек. Единственный минус, что они не прорезиненные вот тут вот, потому что те, которые я заказывала, они уже здесь имеют пленку. Таким образом, они не вырываются. И плюс еще шли здесь и разделители сразу. И разделители хорошие, те, которые имеют впереди вот такой кармашек, что для меня очень важно, потому что я кладу сюда силабусы, как видите, у меня семестр еще начался, я нигде ничего не распечатала, я не добавила, но здесь будет лежать мой силабус. И, кстати, даже когда профессор не дает нам план занятий, я просто распечатываю с датами лекций пустую таблицу, и каждый раз, когда у нас есть занятия, я записываю тему. Если я узнаю тему только на этом предмете, я ее сюда записываю, и более того, я выделяю там каким-нибудь хайлайтером, что для меня значит, что я была на этом занятии. В конце семестра у меня зато видно одним списком вот все темы, которые мы проходили. Даже если у тебя нет этого заранее, то это все равно в конечном итоге помогает тебе видеть, вот, как ты по темам движешься вперед. И видно еще, если ты какое-то занятие пропустил, сразу видно, что это было за занятие. И кроме этого, здесь были еще другой тип разделителя, то есть здесь сразу шло 2 типа разделителя. Тут еще были вот такие вот, как вы видите, я просто их достала и пока сложила в эту папку, потому что они более bulky, они более объемные, я не совсем понимаю, зачем они. Мне кажется, что вот этот вот, это для того, чтобы складывать индексовые карточки, которых у меня сейчас нет, потому что я использую вот эту систему с конспектирования по вопросам. И здесь также есть кармашек, то есть сюда можно также какие-то распечатки. Как и с этим, ребята, проблема в том, что в Европе стандарт бумаги это А4. Вот я вам покажу. Вот это американский letter size, и вот это вот А4. И А4, он немножечко выше, поэтому если вам дают распечатки, вам придется их обрезать. В этом неудобно. Нам практически никогда не дают распечатки, поэтому мне все равно. Но да, чтобы сложить что-то в папку, придется обрезать. Но когда я себе печатаю, то я заказала себе еще в прошлом семестре целый блок бумаги печатной для этого. Она идет в любой принтер, это не проблема. Единственное, что я себе сразу заказала с дырками, чтобы даже не покупать дракол. Распечатываешь, у тебя уже есть дырки, просто сразу сюда вставляешь. Вот, короче, да, это дороговато, но просто, если вы будете об этом думать, амортизируйте это, на сколько лет вам еще нужно учиться. Я, конечно, не знаю, сколько он выдержит, 5 лет, но, по крайней мере, этот, сколько он у меня, вы помните, сколько он у меня? Наверное, полгода, но он выглядит абсолютно как новый. Да, вот этот пластик немножечко, когда здесь расческа в рюкзаке, в него вжималось, есть какие-то следы, но так, функционально он совершенно в идеальном состоянии. Так что даже если ты просто купишь
такие 2 папки, может быть, тогда лучше заказать все сразу, бумагу, разделители и 2 папки, твердую и маленькую, и тебе, наверное, это на много лет учебы хватит. Ручки, которые я использую с этой бумагой, все те же, это стирающиеся Муджи, у меня тот же пенал, те же ручки, тот же хайлайтер, который был, когда я начинала учиться, я залинклю это видео. Все остальное также, и термос тот же, и штука для еды та же, и рюкзак тот же, поэтому я вам залинклю видео, что в моем университетском рюкзаке, если вы хотите узнать все подробности. Вот, и это все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока!